Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный муссовый клубничный торт. И, кстати, он без глютена. Ингредиентов будет довольно много, поэтому перечислю их поэтапно, а полный список продуктов вы можете посмотреть в описании под видео. Итак, для миндально-кокосового бисквита нам понадобится миндальная мука, сахарная пудра, кокосовая стружка, растопленное сливочное масло, сахар, 2 яйца и 2 белка. Для йогуртового мусса сливки, жирность 30%, греческий йогурт, сахар, желатин и вода для желатина и отдельно еще 200 мл сливок. Для клубничного крему клубника, 2 яйца, сахар, лимонный фреш, желатин и вода для желатина и кубики холодного сливочного масла. Для клубничного желе клубника, вода, лимонный фреш, сахар, желатин и вода для желатина. Приступаем к приготовлению бисквита. Вначале смешиваем сухие ингредиенты: миндальную муку, сахарную пудру и кокосовую стружку. Перемешиваем растопленное сливочное масло и 2 яйца. Добавляем полученную смесь к сухим ингредиентам и аккуратно перемешиваем. Далее взбиваем белки. Когда они увеличатся в объеме и посветлеют, понемногу начинаем вводить сахар и взбиваем до стойких пиков. После чего отправляем белок к миндально-кокосовой массе и деликатно перемешиваем. Выпекать бисквит можно либо в металлическом кольце, либо в разъемной форме, как я. Немного смажем форму маслом. Выливаем бисквит. И отправляем его в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Спустя 20 минут достаем и даем бисквиту полностью остыть. После чего отсоединяем бисквит от бортов и снимаем кольцо. Так как я буду подавать торт прямо в форме, то я надену кольцо обратно и также поставлю ацетатную ленту. Если вы будете подавать торт на презентационной тарелке, то переложите бисквит на нее и также снова накройте кольцом и ацетатной лентой. Так как лента мне понадобилась только для этого десерта, я купила всего пару листов и разрезала их.
Далее готовим йогуртовый мусс. Смешиваем желатин с водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 минут, пока желатин не набухнет. В это время соединяем сливки с сахаром и прогреваем их на водяной бане или в микроволновке, но не до закипания. Далее в теплые сливки добавляем набухший желатин, греческий йогурт и перемешиваем до однородной массы. Отдельно взбиваем холодные сливки до стойких пиков. Добавляем их к общей массе. И аккуратно перемешиваем, чтобы не утратить воздушность. Выливаем полученный мусс на бисквит, разравниваем и отправляем в холодильник на 40 минут. В это время готовим клубничное кремю. Соединяем желатин с водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 минут. Пюрируем клубнику погружным блендером. Переливаем массу в сотейник. Добавляем сахар, лимонный фреш и яйца. Перемешиваем и ставим на плиту, где на средней мощности доводим до кипения, постоянно помешивая. После чего снимаем с плиты, соединяем с желатином, переливаем массу в чашу блендера, добавляем кубики холодного сливочного масла, пробиваем блендером и даем массе остыть. Спустя 40 минут достаем торт и выливаем на йогуртовый мусс остывшее клубничное кремю и аккуратно отправляем в холодильник еще на час. В это время готовим клубничное желе. Снова соединяем желатин с водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 минут. Нарезаем клубнику кубиками.
Отправляем ее в сотейник. Добавляем воду, лимонный фреш и сахар. Ставим на плиту и на средней мощности доводим до кипения, постоянно помешивая. После закипания снимаем с плиты, добавляем набухший желатин, перемешиваем. Переливаем желе в тарелку и даем ему полностью охладиться. После чего выливаем желе поверх застывшего клубничного крему и отправляем в холодильник на 5 часов. Спустя 5 часов достаем наш торт из холодильника, аккуратно снимаем кольцо и ацетатную ленту. Так как лента у меня была не сплошная, на торте на местах стыка лент образовались небольшие волны. Но в целом это просто нереально вкусный, но при этом нежный и воздушный торт. Только посмотрите на эти слои. Бисквит со вкусом кокоса, нейтральный легкий йогуртовый мусс, сладкое клубничное кремю и охлаждающее клубничное желе. Этот десерт именно то, что нужно в летний период. А самое интересное, что этот рецепт адаптивный и клубнику на всех этапах можно заменить малиной, либо же попробовать с любым другим фруктом. Скорее готовьте этот торт своим близким. Кстати, по данному рецепту также можно приготовить вот такой десерт в стаканчике. Подписывайтесь, не забывайте про лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ведь впереди вас ждет много интересных и вкусных рецептов. До скорых встреч!